31 декабря 1978 года вся страна включила телевизоры и увидела сказку. Красивый мюзикл про любовь сквозь время. Принцесса из XII века, художник из 21-го. Музыка, от которой мурашки. Танцы, каких советское кино еще не видело. Люди были в восторге. Через 8 месяцев фильм исчез. Его стерли из телепрограмм, убрали из архивов. Запретили упоминать. На 7 лет. Как будто его никогда не существовало. Почему? Потому что один из актеров сбежал из Советского Союза. Прямо во время гастролей в Нью-Йорке попросил политического убежища. Его жена, которая тоже снималась в этом фильме, 3 суток просидела в самолете в аэропорту, пока спецслужбы 2 стран решали ее судьбу. Об этом писали все газеты мира. Их назвали «Ромео и Джульеттой холодной войны». Но это только начало. Запомните, я еще не рассказал, что случилось с остальными. Потому что актриса, которая играла главную героиню, назвала этот фильм проклятым. И когда вы узнаете, что произошло с каждым из создателей, вы поймете, почему. А еще я не рассказал про песню. Одну конкретную песню из этого фильма, которую запретили исполнять на сцене. Не потому, что в ней были плохие слова, а потому, что название песни случайно совпало с фамилией человека, который разозлил Кремль. Звучит как бред? Подождите. Это фильм «31 июня», и его история страшнее, чем любой триллер. Но прежде чем мы начнем, одна деталь, которая будет преследовать вас до конца этого ролика. Режиссер фильма «31 июня» Леонид Квинихидзе решил, что главные роли должны играть не обычные актеры, а профессиональные артисты балета. Танцоры. Люди, которые в Советском Союзе имели самую плохую репутацию. Знаете почему? Потому что именно танцоры чаще всего сбегали за границу. Нуреев, Барышников, Макарова. Все артисты балета. Все невозвращенцы. И вот Квинихидзе набирает фильм танцоров, зная, чем это может кончиться. А знал он это лучше, чем кто-либо. Потому что его первая жена, балерина Наталья Макарова, сама сбежала из СССР во время гастролей. В 1970 году режиссер, чья жена сбежала из страны, снимает фильм с артистами балета, один из которых тоже сбежит из страны. Совпадение? Или он знал, что делает? Мы вернемся к этому. Начнем сначала. Фильм «31 июня» снят по повести английского писателя Джона Бойнтона Пристли. Пристли написал ее в 1961 году. Сюжет простой. Художник из 20 века влюбляется в принцессу из Средневековья. Волшебник открывает портал между эпохами, они встречаются, влюбляются, но жить вместе не могут. Их разделяют столетия. Но книга Пристли — это не просто любовная сказка. Это сатира. Злая, ироничная, с двойным дном. Пристли высмеивает современную рекламную индустрию, бюрократию, бессмысленность прогресса. Один из лучших персонажей книги — унылая буфетчица Куини, которая одинакова во всех эпохах. Ей все равно, где, когда и кому подавать пиво, в 20 веке или в 6. В фильме от этой сатиры не осталось почти ничего. Квинихидзе убрал всю иронию и оставил только романтику. Красивую, музыкальную, эффектную, но совершенно другую историю. И вот что интересно. Те, кто читал книгу, говорят, что фильм не о том и не про то. Пристли написал комедию. Квинихидзе снял трагедию. Причем трагедию он снял случайно. Она случилась не на экране, а за его пределами. Но до трагедии еще далеко. Сначала кастинг. И он был безумным. На роль леди Нинет, эффектной злодейки, планировали утвердить Аллу Пугачеву. Представьте себе, Пугачева в мюзикле. В 1978 году она уже была суперзвездой. Вторым кандидатом была Ирина Понаровская. Роль музыканта Лемисона хотел сыграть Андрей Миронов, к тому моменту уже легенда советского кино. На роль принцессы Мелисенты пробовались Ирина Алферова и Елена Шанина. Но Квинихидзе отверг их всех. Всех. Пугачеву, Миронова, Алферову. Он сказал: «Я хочу, чтобы в моем фильме танцевали по-настоящему. Не актеры, изображающие танцоров, а настоящие артисты балета». И он набрал труппу из Большого театра. Александра Годунова, солиста, звезду, невероятного танцовщика.
его жену Людмилу Власову, тоже солистку Большого, Марину Нудьгу, а на роль принцессы Мелисенты взял Наталью Трубникову из музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко. Единственным обычным актером в главном составе оказался Николай Еременко-младший. Он играл художника Сэма Пенти. Еременко, кстати, был в ужасе. Он потом вспоминал: «Когда меня пригласили, я с ужасом подумал, что меня заставят петь. Я был непоколебим до конца и оказался единственным, кто не поет». Фильм сняли за 1,5 месяца. Летом, пока у танцоров был отпуск в театре. Снимали в 2 смены. Почти весь фильм в одном павильоне. Одна единственная сцена была снята на натуре. Поездка Мелисенты и Сэма в машине. Все остальное — декорации. И здесь нужно рассказать про музыку, потому что без музыки этот фильм — ничто. А музыку написал человек, который записал ее в собственной квартире. И это не преувеличение. Александр Зацепин — легенда советской киномузыки. Человек, написавший песни для «Бриллиантовой руки», «Кавказской пленницы», «12 стульев». Мелодии, которые знает каждый в стране. Но мало кто знает, как он работал. В середине 70-х Зацепин, будучи еще и радиолюбителем, оборудовал в своей московской квартире полноценную звукозаписывающую студию. Полноценную — это не магнитофон на столе. Это профессиональное оборудование, собранное и настроенное своими руками в жилой квартире обычного московского дома. Зачем? Потому что студия Мосфильма не могла обеспечить то качество звука, которое было нужно Зацепину. Он хотел аранжировки, которых в советском кино еще не было. Смешение стилей — рок, диско, электроника, симфоническая музыка. Все это в 1978 году, когда слово «диско» в СССР произносили шепотом. И он это сделал. Все песни для 31 июня были записаны в его квартире. «Ищу тебя», «Мир без любимого», «Звездный мост», «Лунный день». Все это родилось в обычной московской квартире, переоборудованной в студию. Звук получился настолько непривычным для советского уха, что худсовет Мосфильма не знал, как реагировать. Кстати, о худсовете. Помните, я обещал рассказать, как фильм чуть не запретили еще до побега Годунова? Вот эта история. Худсовет смотрел фильм и видел в нем политику. Везде. 2 временных пласта, 12 век и 21, кто-то в худсовете интерпретировал как социалистический Восток и капиталистический Запад. Драконографию из сказки сравнивали с политэкономией. Фильм мурыжили месяцами, но все-таки пропустили. Премьера состоялась 31 декабря 1978 года, в новогоднюю ночь. Страна посмотрела. Особого фурора не было. Новый год, люди праздновали, мало кто досмотрел до конца. Но песни запомнили. Особенно «Ищу тебя». Ее начали петь везде, а через 8 месяцев все рухнуло. 23 августа 1979 года. Нью-Йорк. Большой театр на гастролях со спектаклем «Ромео и Джульетта» в постановке Юрия Григоровича. После спектакля Александр Годунов не вернулся в гостиницу. Наутро стало известно. Он обратился к американским властям с просьбой о политическом убежище. Советская сторона среагировала мгновенно. Людмилу Власову, жену Годунова, которая тоже была в труппе, отделили от остальных и посадили в самолет Ил-62, направлявшийся в Москву. Но самолет не улетел. Американские власти задержали его прямо на взлетной полосе. Государственный департамент США потребовал доказательств того, что Власова возвращается добровольно. 3 суток. 3 суток Людмила Власова сидела в самолете на взлетной полосе аэропорта Кеннеди. Снаружи агенты ФБР, внутри сотрудники КГБ. 2 государства, 2 сверхдержавы решали судьбу одной женщины. Годунов в это время жил у друзей поэта Иосифа Бродского и умолял жену остаться. Власова отказалась. У нее в Москве была больная мать. Она выбрала вернуться. Через 3 суток самолет выпустили. Власова улетела в Москву. Развод оформили через посольство. Их назвали «Ромео и Джульеттой холодной войны». Об этой истории написали все газеты мира. По мотивам этих событий в СССР потом сняли фильм «Рейс-222», а фильм «31 июня» исчез. Моментально.
С экранов, из архивов, из программы телепередач. На 7 лет. Но помните, я говорил, что побег Годунова — это только начало? Потому что дальше посыпалось все. Песню «Ищу тебя» из фильма пела Татьяна Анциферова. 23-летняя девочка из Ужгорода, солистка ансамбля «Музыка». Ее нашел сам Зацепин. Услышал концертную запись через знакомого саксофониста и вызвал в Москву. Голос оказался настолько подходящим, что Анциферова спела все главные вокальные партии фильма. После премьеры ее знала вся страна. Это с ней Лев Лещенко пел «До свидания, Москва» на закрытии Олимпиады 80. Она была на взлете. А потом фильм запретили. И вместе с фильмом начали запрещать песни. Самая абсурдная история случилась в 1984 году. Песню «Мир без любимого», одну из самых красивых в фильме, запретили исполнять на сцене. Знаете почему? Не из-за текста, не из-за музыки, из-за названия. В 1984 году режиссера театра на Таганке Юрия Любимова лишили советского гражданства за резкие высказывания в интервью западной прессе. Он был вынужден эмигрировать. И кто-то в худсовете решил, что «Мир без любимого» — это намек. Мир без любимого. Понимаете? Фамилия Любимов и слово «любимый» похожи. И этого хватило, чтобы запретить песню. В худсовете так и сказали: как мы можем пропустить эту песню? Песню, написанную за 6 лет до эмиграции Любимова. Песню о любви принцессы из XII века. Запретили, потому что название совпало с фамилией. Вот как работала советская цензура. Даже случайные совпадения были опасны. А Анциферова? Без главных песен, без фильма, без поддержки она постепенно исчезла с большой сцены. Голос, который мог стать голосом эпохи, замолчал. Но мы еще не добрались до самого страшного, до того, что случилось с людьми. Помните, Трубникова назвала фильм проклятым? Сейчас поймете, почему. Давайте пройдемся по судьбам, одна за другой. И вы увидите, почему это слово «проклятие» не кажется преувеличением. Александр Годунов сбежал в Америку за свободой, поселился в Нью-Йорке, был принят в труппу Американского театра балета, танцевал как премьер. Но контракт не продлили из-за конфликта с руководителем труппы Михаилом Барышниковым, другим невозвращенцем. 2 беглеца из СССР не смогли ужиться в одном театре. Годунов ушел в Голливуд, снялся в фильме «Свидетель» с Харрисоном Фордом. Потом в «Крепком орешке» с Брюсом Уиллисом. Играл злодеев. Высокий, красивый, с длинными волосами, идеальный плохой русский для голливудских боевиков. 7 лет был в отношениях с актрисой Жаклин Биссет, а потом все кончилось. Роли перестали предлагать, Биссет ушла. Друзья отдалились. В апреле 1995 года Годунов впервые за 16 лет побывал в Риге, где жили его мать и брат. Родственники встретили его холодно. 18 мая 1995 года Александра Годунова нашли мертвым в его квартире в Западном Голливуде. Он сидел в кресле, в комнате, увешанной пейзажами русской природы. Ему было 45 лет. Следствие заключило – смерть от естественных причин. Но друзья обращали внимание на странности. Секретарь Годунова, Орлин Медани, очень спешила с кремацией, даже перенесла ее на более раннее время. Прах развеяли над Тихим океаном. Эпитафия на его кинотафе в Лос-Анджелесе гласит: «Его будущее осталось в прошлом». Иосиф Бродский сказал о нем коротко: он умер от одиночества. Человек, который мечтал о свободе, получил свободу и потерял все. Наталья Трубникова, принцесса Мелисента. Хрупкая красавица, которая на кастинге обошла Ирину Алферову и Елену Шанину. Ей прочили блестящее будущее в кино. После запрета фильма у нее началась черная полоса. Она ходила на кинопробы, но хороших ролей не предлагали. Снялась еще в 14 фильмах, но только в эпизодах. Ни одной главной роли. Как будто 31 июня был единственным шансом, и этот шанс забрали. У нее есть интересная деталь из воспоминаний. Перед съемками она надела кольцо, купленное в Токио на гастролях. Потратила на него все заработанные деньги.
Кольцо идеально подошло к платью принцессы, но после премьеры обнаружилось, что крупная жемчужина из кольца пропала. Потерялась где-то на площадке. Трубникова говорила: «Кольцо принесло мне роль, а потом забрало удачу». Сама она считает, что на всех участников фильма легло клеймо невыездных. Логика советских чиновников была простой. Если один артист балета сбежал, значит, все, кто с ним работал, потенциально ненадежны. Значит, они тоже могут уехать. А значит, не давать им ролей, не пускать на гастроли, держать под контролем. Николай Еременко-младший. Единственный обычный актер в главном составе. Красавец, звезда, народный артист. Сыграл десятки ролей после 31 июня. «Пираты 20 века», «Красное и черное», множество других фильмов. Но говорил, что запрет 31 июня ударил больно. Фильм, которым он гордился, просто перестал существовать. Еременко умер в 2001 году. Ему было 52. Любовь Полищук. Сыграла в 31 июня роль леди Нинет. Великая актриса, одна из самых ярких в советском кино. Ушла из жизни в 2006. Владимир Зельдин. Сыграл короля Мелиота. Легендарный актер, которому на момент съемок было уже 63 года. Зельдин, впрочем, оказался единственным, кого проклятие не тронуло. Он прожил до 100 лет и работал до последнего дня. Людмила Власова, жена Годунова. Та самая, которая 3 суток сидела в самолете. Вернулась в Москву, быстро вышла замуж за певца Юрия Статника, ставила танцы на льду. Больше в кино не снималась. А теперь давайте на секунду забудем про скандалы, побеги и проклятия и посмотрим на сам фильм, на то, что в нем показано. Потому что если снять слой красивых танцев и музыки, внутри лежит история, которая сейчас звучит совсем по-другому. Художник Сэм Пенти живет в 21 веке, принцесса Мелисента — в 12-м. Они видят друг друга через магическое зеркало, влюбляются, но жить вместе не могут, между ними столетия. На поверхности романтика, любовь, которая сильнее времени. Но вдумайтесь, что такое 31 июня? Это дата, которой не существует. В июне 30 дней. 31 июня не бывает. Название фильма — это невозможная дата. День, который никогда не наступит. И весь фильм про это. Про невозможность. Про любовь, которая не может случиться. Про людей, которые видят друг друга, но не могут быть вместе. Разделены не расстоянием, временем, системой, обстоятельствами. Теперь вспомните. 1978 год. Железный занавес. Советские граждане не могут выехать за границу. Они видят другой мир. В книгах, в кино, в рассказах тех, кому повезло побывать на гастролях. Видят, но попасть не могут. Их разделяет не время, а граница. Но суть та же. Люди, которые хотят быть вместе, но не могут. Фильм «31 июня» — это фильм о железном занавесе, снятый как сказка. И те, кто сидел в худсовете, это почувствовали. Они сравнивали два времени из фильма с Востоком и Западом. Они были не так уж неправы. А побег Годунова превратил метафору в реальность. Актер, игравший человека, разделенного со своей любовью веками, сам оказался разделен со своей женой государственной границей. Фильм стал пророчеством для собственного создателя. Вернемся к музыке. Потому что музыка в этом фильме — отдельный подвиг. Зацепин сделал то, что в советском кино 1978 года было почти невозможно. Он смешал рок, диско и электронику с симфоническим звучанием. Пригласил рок-группу «Аракс» и ансамбль «Мелодия». Использовал электронные инструменты, которых в СССР практически не было. И все это записал в квартире. Не потому что был оригиналом, потому что государственная студия не могла обеспечить нужное качество. Советская звукозаписывающая индустрия технически отставала от западной на десятилетия. И Зацепин, по сути, построил кусочек Запада у себя дома. В квартире на проспекте Вернадского. Для голоса принцессы Мелисенты он нашел Татьяну Анциферову, 23-летнюю певицу из Ужгорода. Услышал запись через знакомого саксофониста, вызвал в Москву, дал послушать режиссеру. Тембр был идеальным, хрустальный, нежный, но с силой. «Ищу тебя» в ее исполнении стала одной из самых красивых песен советского кино. А за Годунова и других танцующих персонажей
Пели Лариса Долина и Жанна Рождественская. Да, та самая Долина, которая потом станет суперзвездой. И вот парадокс. Музыка, созданная в домашней студии одного человека, оказалась на десятилетия впереди всего советского кинозвука. Но вместо того, чтобы стать прорывом, легла на полку. Вместе с фильмом. На 7 лет. В 1986 году, в разгар перестройки, фильм наконец вернули на экраны. И вот тут произошло неожиданное. Он стал культовым. Люди, которые мельком видели его в новогоднюю ночь 78-го, теперь смотрели его сознательно. И были поражены. Песни разлетелись по стране. «Ищу тебя» стало гимном романтиков. «Мир без любимого» — тех, кто потерял близких. «Звездный мост» — тех, кто мечтал о невозможном. Фильм обрел вторую жизнь. Но люди, которые его создали, уже были сломаны. Годунов умирал в одиночестве в Голливуде. Зацепин вернулся из Франции, но не мог простить запрета. Анциферова исчезла с большой сцены, Трубникова играла эпизоды. Еременко пил. Знаете, что в этом самое горькое? Фильм про любовь, которая побеждает время. А в реальности время победило всех, кто его создал. Давайте подведем итог. Режиссер, чья бывшая жена сбежала из СССР, набирает в фильм артистов балета, категорию людей, которые чаще всего бежала из страны. Один из них действительно бежит. Фильм запрещают на 7 лет. Композитор уезжает во Францию. Песню запрещают из-за совпадения названия с фамилией диссидента. Главная актриса получает клеймо «ненадежный» и теряет карьеру. Главный беглец умирает в 45 лет в одиночестве, в комнате с русскими пейзажами на стенах за океаном от родины. И на его могиле написано: его будущее осталось в прошлом. А фильм называется «31 июня». Дата, которой не существует. День, который никогда не наступит. Это не проклятие. Это советская система, которая ломала людей за то, что они хотели свободы. Годунов хотел танцевать где хочет. Зацепин хотел записывать музыку как хочет. Трубникова хотела сниматься. Анциферова хотела петь. Все они хотели одного — жить в 31 июня. В дне, который невозможен. И знаете что? Фильм пережил их всех. Его до сих пор смотрят. До сих пор плачут под «Ищу тебя». До сих пор верят, что любовь сильнее времени. Может, 31 июня все-таки наступило? Просто не для тех, кто его создал. Если вам зашло, ставьте лайк и подписывайтесь. Пишите в комментариях, какой советский фильм разобрать следующим. А пока пересмотрите 31 июня. Обещаю, вы увидите совсем другое кино.